Так, друзья, доброе утро. Значит, сегодня 26 сентября, и у меня появилась такая новая интересная идея протестировать мотоциклы еще раз. Но новизна заключается в том, что я эту неделю буду ездить попеременно. Один день на Африке, один день на Туареге, один день на Африке, один день на Туареге. И ездить на работу. 6 часов утра. Не знаю, видно на камеру или нет. Несколько дней по одному и тому же маршруту, примерно в одинаковых условиях, ездить на работу, и делиться с вами некоторыми такими впечатлениями. Значит, сегодня утром, например, видите, как темно, можно сравнить свет. Тем более я буду ехать по знакомому маршруту. Я каждый день езжу на работу, и все эти участки будет хорошо видна разница в мотоцикле, например, да? Или наоборот не видна. Так, например, свет. Я не включаю противотуманки. С противотуманками. Без. Они, конечно, очень хорошо помогают. В районе ближнего света шикарно освещают. Но мы посмотрим. Посмотрим, какой свет будет у Туарега, например. Мне тоже интересно, я на нем не ездил в темное время суток. И будет интересно увидеть. Так, дубль номер 2. Я не знаю, какой там свет горит у него. Надо посмотреть. Ага. Где у него? Тут? Наверное, это эти. Здесь сверху. Ага, теперь свет. Панелька, конечно, классная, да, тут ничего не скажешь. Ничего не скажешь плохого. Да, управляется он, конечно, вообще. Слушайте, нормальный свет. Кто-то говорил, писал, что никуда не годный. Я считаю, что отличный. По-моему, он лучше, чем у Африки. Включил его дальний, но не знаю где. Так, а где у него дальний, правда? Вот же. Точно. Нормальный свет. Конечно, не... Но если даже добавить противотуманки... 7-й нету, да? Ладно. Так, ну-ка сейчас дальний. Окей, дальний немножко высоковато. А ближний нормальный свет. Так что по свету не надо ничего рассказывать. Если кому-то не нравится или считает, что он недостаточно хорош, это потому что вы
наверное, не ездили на мотоцикле с плохим светом. Сказать, что совсем плохой свет у Африки, я бы так не делал, но у Туарека все-таки, мне кажется, чуточку лучше. Ну там, если у Африки 3 с плюсом, то здесь 4. Вот так. Так, по защите. Ну, могу сказать, что да, шлем немного дует, вот мне прям вот в козырек. И так немножко давит, получается. Но я тоже немножко сгруппировался так. По плечам я бы не сказал. В плечи его, да, холодный. Сколько там? 13. Ну, вчера 12 было, сегодня 13. Проеду. Опа. Проеду. Так, главное здесь сейчас не заглохнуть. Ага, вот он. Звук. Тяга не особо увеличивается, но звук, конечно, сразу. Дядя, давай, 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 дядя. Так, пролезем мы, нет? Должны пролезть. Тут всего одна машина, пролезем. Вот так. Ну, конечно, вот автомат, он сразу выхватывает. Дело еще в том, прелесть автомата еще состоит в том, что я вот сейчас в поток ныряю, я абсолютно даже не задумываюсь, какую мне там включить передачу, да. Вот, понятно, ну, что и на механике, там, на автомате все едут, так сказать. Но, тем не менее, ты сосредоточен на, значит, на обстановке вокруг тебя. И когда нужно тебе просто, ты просто даешь газу, и мотоцикл выстреливает. Все. Всегда включена нужная передача, он не ошибается. Вот, в любом случае, даже если этого недостаточно тебе будет по динамике, например, да, что там ты бы включил, скажем, там вторую, а он на третьей разгоняется. Ну, шевельнул пальцем одним, не трогая ручку газа, не выжимая сцепления, не шевеля левой ногой, а просто пальчиком шевельнул, и он также выстреливает еще быстрее и начинает свой разгон. Поэтому гуси там или не гуси, я не знаю, все что угодно, туареки, это все, ребята, отстой по сравнению вот с этой Африкой на автомате. Все. Обижайтесь, не обижайтесь, а это действительно совершенство мотоцикла. К тому же это Honda. Этот мотор, как он работает, никаких шумов, никакой стрекотни. Здесь вообще нету такого. Просто шелестит двигатель и все. И мы все прекрасно знаем, тот, кто знает, тот, кто в теме, как работает старый мотор Африки Twin. Я имею в виду 750 V-Twin. Ни один мотор, вот сколько бы вы ни прислушивались, каким бы мотоциклом вы не прислушивались, ни один мотор вообще, я не знаю, в истории, наверное, мотоциклетостроения так не работает. Вообще никаких шумов. Просто такое дыхание в выхлопную трубу и все. Все.
знаю сколько, ну градусов 8, наверное, в реальности. Потому что я из гаража выехал, сейчас температура падает постепенно. Ну и плюс мы едем, немного поднимаемся сейчас. Метров на 400 относительно места старта. И вот руки, да, у меня перчатки летние. Ну, руки не замерзли, конечно, но чувствуется такая прохлада в перчатках. Уже такая, ну, хочется их засунуть уже в тепло. И у меня есть вот, раз, подогрев. Включим, обычно троечку я вот нажимаю. Вот на панели тут горит троечка. Все. И сейчас будет тепло рукам. Подогрев рукояток руля просто шикарная вещь, надо сказать. Никогда у меня не было ни на одном мотоцикле. Ну а вот Афричка предоставила такую возможность. И что мне вот особенно нравится, это то, что ну вот 2000, да. Вот я даже могу, ну вот пятую сейчас включу, вот. Сейчас 2, да. Вот он едет, никаких дерганий. Вот я просто даю газу, и он вообще на мотоцикл не передает никаких вибраций. Он просто спокойно начинает разгоняться. Это очень классно. В одностволках это вообще такое невозможно. Там грохот стоит. И вообще вот этот эффект у него прекрасный. Ну и дальше вот он крутит спокойно. Едет она к 6000 появляются вибрации. Но вибрации, понимаете, это я считаю, что это же не электро какой-то мотоцикл. Они должны быть, они должны присутствовать. Конечно, такие, чтобы не раздражало. Вот у него как раз такие есть. Вот, если у Африки их вообще как бы нету, там, ну, что-то шелестит такое, что-то там, вот. Колени прижал к баку, руки на руле, и вибраций никаких. Просто ощущаешь, что мотор работает. Ну, а здесь немножко есть, да, особенно на седле, вот через седло передается. Да, конечно. Ага. Гусь тут приехал. Вот. Ну вот и закончился еще один рабочий день. Быстро, да? Не успеешь прийти на работу, уже, елки, домой надо ехать, а? Что такое вот, а? Так, ну сейчас поедем. Так. Тут автоматик, да, стоит? Сейчас ближний свет фар. Да, ну, самое главное, конечно, это вес. Я уже думал, вроде бы 50 килограмм, это немного. На 50 килограмм Африка тяжелее, да, ну этот легче. Но вот если представить, что я сюда повесил мешок сахара, то, конечно, да, или там на сиденье назад, то уже, да. Вот это получится как раз Африка. Да, тут вот как раз можно сцеплением регулировать. Да, ну легенький мотоцикл, легенький.
Посадка все-таки довольно удобная, но я хочу сказать, что на Африке удобней, да. На моей Африке мне сидеть удобней. Да, он хорошо так ложится. Ну, из-за веса, конечно, вот этот вес. Потому что поднять, переставить вес все-таки чуть-чуть больше усилий нужно. Поднятый руль такой широкий. Тоже приятно. Да, ну вот про ветрозащиту я считаю, что, ну, это мой чисто взгляд. Да, у Африки она чуть-чуть лучше, но как бы она чуть пассивнее. То есть я хочу сказать, что вот этого стекла оригинального вполне достаточно. Вполне достаточно, да. Оно не мешает. Достаточно хорошо защищает. Да, конечно, сразу хочу сказать, работать приходится здесь побольше, но это только при условии, если вы ездите на автомате и потом пересаживаетесь вот на обычную механику. И понятно, что если бы я ездил на простом мотоцикле, разницы бы никакой в этом случае не было. А после автомата, конечно, я чувствую, что вот надо переключать, щелкать сцепление, выжимать сцепление, переключать туда-сюда, вверх, вниз, вот, кольцо там проезжаешь, вот это. Вот, ну, квикшифтер, конечно, здесь бы, я думаю, помог бы очень хорошо. Наверное, все-таки, я думаю, мы его купим. Сейчас выйду на автобан, проверим еще раз ветрозащиту, как она, где вот как раз вот так потоки проходят. Оп! Женщина на Тойоте, хоба, сиганула. Так, ну-ка повторим вчерашний этот самый. Сейчас я втиснусь сюда. Главное мне не заглохнуть на старте. Так, первое. Оставим на первой. Вот тут все-таки есть некая такая, ну, понятно, что чуть больше газу дал, там, но тем не менее, что есть вероятность заглохнуть и опозориться, так сказать. Ну да, это не Африка. Сюда пролезем, не знаю даже. Пролезем. Вот преимущество, да? Оба! Знаю, что я не заглохну на светофоре, как этот ученик. Всех объехал, вперед выехал. Цак, и заглох. Вот это косяк такой. А на Африке только тын газу и полетел, как на электричке. Африка выстреливает на автомате, будь здоров. Чувствуется, конечно, что мощность. Да, тормоза приятные, надо сказать. Вот сейчас здесь никого нет. Сейчас посмотрим, с какой скоростью здесь можно пройти поворот. Сейчас упрусь опять в машину. Ёлки. Ну вот.
он идет, а? Слушайте, ветер, ну вот, сразу поверх козырька идет, да? В плечи вообще нету. Вот сверху плечей у меня проходит, вот здесь. И вот здесь. На подъеме. Ну, идет так относительно стабильно, я бы сказал. Итак, закончился очередной рабочий день, и теперь мне предстоит несколько приятных минут дорога домой. Эх, Морозово! Знаете, я всегда вспоминаю, как я ездил еще будучи в России, живя в России, ездил вот так же домой на мотоцикле. Вот, там я работал не так далеко, 3 километра буквально от дома, но после работы я не ехал вот этой короткой дорогой, а выбирал дорогу длинную, сразу выезжал за город, туда на телевышку, вокруг телевышки, по горам, по сопкам. И где-то до дома у меня получался маршрут километров 15, а то и 20. Еще на своем фараончике там скакал по полям, по лугам. Да, сейчас здесь, конечно, такой вариант исключен, но все равно приятно, потому что ты так или иначе как-то, особенно когда вот такая хорошая погода, ты в седле мотоцикла, и ты волей-неволей погружаешься в некую мечтательность, что вот спустя какое-то время ты вновь отправишься в свое мотопутешествие. Кстати, я уже потихоньку начал готовиться к нему. Пока виртуально прорабатываю маршрут, но там уже нашел просто сногсшибающие места, и вообще тематика такая. Я, короче, углубился в изучение там некоторых вещей и накопал столько материала. Ну, ладно, это как-нибудь об этом, может быть, сниму видео отдельное небольшое. А сегодня на работе я ходил и думал, как бы так сформулировать кратко о том, каким я вижу вот свой мотоцикл, свою Афричку. Свой мотоцикл я сравнил так, как бы вот с неким таким японским джентльменом. А потом подумал, какие джентльмены в Японии? Это настоящие мужчины, это в Японии самураи. Я открыл интернет, быстренько поглядел, взгляд на жизнь самурая, и прочитал, и я там нашел прям вот идеальные сходства. Вот как минимум 3 сходства, которые подходят к моему мотоциклу. Первое. Самурай должен быть всегда полезен своему хозяину. Второе. Самурай должен избегать большого количества саке, чрезмерной гордости и великой роскоши. Да? И третье, очень важное. Самурай должен помнить, что следование чужим традициям есть потворство. Так что я так подумал, точно, Африка именно так себя и ведет. Следует своей собственной традиции, а всякие там гуси-лебеди пусть летят лесом. Да? Ух ты. Так что это действительно здорово. И мы поедем за скорой помощью. Так, сейчас все проедут, а нам надо направо. Он поедет налево. Все, быстренько от этого движухи. Так, ну-ка теперь посмотрим. Сейчас вроде никого нет спереди. Как мы в поворотик войдем.
7,6. Но поперли. Да, у меня простой режим, никакой не спорт, поэтому он не переключался. 5-я. 6-я. Идет, я руль вот двумя пальчиками держу. Никаких проблем. Ничего почти не дует. Отличненько, вообще стабильненько, ровненько. Вот сейчас раз, о, переключился. Идет, хоть бы хны, эй, ё-моё. На подъем. Ну, пусть он тут 180. И никакого шума от мотора, ничего вообще. Очень классно, а? Что-то там какой-то, видать, авария какая-то большая, что ли? Со всех сторон едут. Вообще стабильно. Вот это мотоцикл, а? Вот это самурай настоящий. Со своим кредо, свой собственный путь у него. Самое главное всегда быть полезным своему хозяину. Никакой роскоши, никакого большого количества саке и никакой гордости. И не следовать чужим традициям. Вот и все. О, глушитель прогрелся, сразу звук такой стал. Камера вот эта зависла, правда, у меня. Шик! Просто замечательно. Ну и еще заодно, вот я прям остановился на скорости, вот она, первая передача включена. Никакого сцепления, конечно же, нет. Чтобы мне достать ключ, я просто вот держу тормоз правой ногой, потому что здесь уклон. Открываю гараж вот так, вот открываются ворота. И все.